Краков, 5 утра, я опаздываю на автобус, я еду во Вроцлав, там небольшой город Карпач, который находится на границе Чехии, в Судетах. Приехал во Вроцлав, дорога заняла где-то часа 4, сейчас ищу, где выпить кофе. Прикол этого вокзала в том, что он находится по торговым центрам. Автобус до Карпача задерживается на 15 минут пока. Приехал в Карпач, и дорога была так себе, вместо 2 часов из-за пробок добирался 3 часа. Сейчас иду в отель, где забронировал номер. Такой вайб города. Немного напоминает Закопане. Сам город, как и Закопане, популярный польский курорт. Но в отличие от Закопане, по первым ощущениям, он не так испорчен туризмом. Я не сильно люблю сам город Закопане из-за этого. Город похож на какой-то прям деревенский Лас-Вегас. Местная городская рада. Сам город небольшой, имеет всего 5000 населения. Пока ищу свой отель, уже устал. Но сумка тяжелая. Навигатор непонятно как показывает. Кругами водит. Такой вот номер за 150 злотых за ночь. Я буду тут 2 дня. Собственно, вот Судеты. Общая их продолжительность около 300 километров. Эта часть Судетских гор называется Карканоши. Самая высокая гора — это гора Снежка, 1603 метра. Вот она там. И завтра я на нее пойду. До Второй мировой войны здесь почти каждая деревня была немецкой. И здесь проживало около 3 миллионов этнических немцев. Вы спросите, где я, что я? А меня вот так вот Google карты ведут. Вообще, как они здесь работают, это ненормально. Уже который раз я иду непонятно куда. Ведет меня просто по грязюхе, по какой-то воде. В общем, я с ним доходился. Я вступил в лужу. Теперь примерно вот так вот. Ботинки мокрые. Точнее, один ботинок правый. И неожиданно самой главной достопримечательностью этого города является Норвежская церковь. Эта церковь называется Ванг, причем это единственная церковь, сохранившаяся в оригинале за пределами Скандинавии. Она была построена около 12 века в одноименной деревне на юге Норвегии. Храм обветшал и стал мал для местных жителей, они хотели его разобрать и продать. В это время один норвежский художник узнал об этом. Ему судьба этой церкви стала не безразлична. Он попросил помощи у тогдашнего короля Пруссии Вильгельма IV. И в 1841 году эту церковь разобрали и перевезли в Королевский музей Берлина, а потом сюда. Причем выбор был не случайный, так уж исторически сложилось, что тут проживает большая община лютеран и евангелистов. Тут сразу заметил, что остался скандинавский стиль. Все вот эти драконы. В общем, я решил не доверять Гуглу и идти самостоятельно, так, смотря карту. Потому что, как оказалось, тут есть нормальная дорога, по которой можно идти. И не надо идти через болото и лес. Идешь по городу, и везде открываются очень красивые виды. Сейчас солнце ушло, и я смотрю, все-таки снег немного лежит на снежке. Все-таки название оправдало себя. Несмотря на то, что она не сильно высокая по сравнению с другими вершинами в других горах, она имеет 2 статуса самой. Самая высокая в Судетах и самая высокая гора Чехии. Какой-то аквапарк или бассейн. Сейчас он не работает, понятное дело, уже не сезон. Когда шел в ту сторону, навигатор странный, он ведет меня вот тудой, по той дороге. Хотя вот здесь вот просто есть срез пешеходный. Здесь такая кухня. Я надеюсь найти здесь вилки и тарелки. Где-то здесь внизу есть. Походу беда. А нет. Правда, глубоких нету. Так, вилка, тарелка есть. Чайник тоже есть. Сейчас буду готовить белдак.
Это вроде как острое. И если острое не хотите, то лучше этого не добавлять туда. Так, ну вроде готово. Всем, кто сейчас ест, приятного аппетита. Завтра иду в поход, так что всем спокойной ночи, до завтра. Доброе утро, сейчас 7:23 утра, достаточно холодно. Сейчас около 2 градусов тепла всего и очень туманно, не знаю, возможно будет дождь потом. Туман очень густой лежит, буквально там 10 метров видимости. Ночью тоже был дождь какой-то небольшой, потому что все сырое такое, влажное. Вообще Карпач один из самых красивых курортных городов Польши. Здесь круглый год кипит жизнь, зимой здесь горнолыжка, а летом разные походы. Я не знаю, правильно я иду, неправильно, с учетом того, как тут работают Google карты. Сейчас он меня заведет куда-нибудь. Но я вроде посмотрел, вроде бы и нормально. Появилась канатная дорога. Иду пока вдоль нее по такой вот дороге. Такая штука, насыпает снег. Уже начинается парк, судя по всему. Я иду около 30 минут и не встретил пока ни одного человека. И это вот отличие от Закопана, потому что в Закопане даже в такую погоду, даже в воскресенье, да тем более в воскресенье, было бы очень много людей. Видимость чуть-чуть улучшается, уже видно не на 10 метров, где-то на 50. Вот иду, пока что очень плавный подъем. Такой прям приятный, не сильно утомляющий. В общем, в сложности идти от отеля где-то 7 километров. А набор высоты будет около 900 метров от центра Карпач до самой вершины. 900 метров, ну нормально в принципе. Сам лес такой прям густой-густой. Если здесь возле дороги еще так чуть пространство есть, то там уже прям какие-то джунгли непроходимые вдалеке. Google карты показывают идти 1:50. И как-то мало, как будто, не знаю, может опять не учитывает высоту. Ну, либо реально настолько близко. Потому что я часто иду быстрее, чем Google карты. Он обычно учитывает как-то среднее значение. И обычно, когда он пишет 2 часа, я дохожу там за 1,5. Такой вот ручей течет вдоль дороги. И стекает вода где-то с самих вершин. Он идет из леса. Тут вытоптана какая-то тропа, но там перегорожено, вот идет зеленая лента такая, чтоб видно, чтоб туда не ходили. Сделали такое мини-ограждение. Первые люди, которых я встретил сегодня. Из-за того, что я снимаю, часто останавливаюсь и меня догоняют и перегоняют. Я иду по маршруту, обозначенным черным. По-моему, в первый раз иду по черному маршруту и не помню, ходил я раньше по такому или нет. В принципе, не важно, потому что цвета никакой роли не играют. Это не обозначение, там какой-то сложный маршрут, не сложный, а просто обозначение. Я ненадолго остановился. Здесь такая небольшая стоянка, на картах обозначена как этаж номер 1. Попью сейчас воды и потом пойду дальше. Сейчас начал моросить небольшой дождь, и в лесу очень влажно. Вот, все ветки в таких каплях. Дорога не поменялась, она как была такая плавная, так и осталась. Вообще чувствуется, что здесь хайк менее экстремальный, потому что людей, которых я вчера встречал, сегодня встречал, они такие более на расслабоне, в кроссовках. Очень красиво лежат камни. А вот с другой стороны здесь такой обрыв. Тут написано, что пройдена граница 1000 метров над уровнем моря. Идем дальше. Видимость уже получше. Уже практически прошел туман. И только вдалеке вот видим, что он где-то там есть, еще лежит снизу. Есть такие тропы, перед которыми стоят такие таблички, что туда нельзя идти, что дорога закрыта. Интересно, почему? Может, кто знает из вас, то напишите. На склонах всегда заметил, что растут вот такие ягоды. Я без понятия, как они называются, но они очень часто встречаются. Дорога чуть поменялась, теперь более каменистая такая стала. Меньше грязюки, как было там. Вот уже открываются такие виды, видны эти оползни из камней. И там уже
Наверху чуть-чуть виднеется снег. Это место называется Белый Яр, отсюда расходятся разные маршруты, главный из них на Снежку. Здесь есть памятная таблица о трагедии. Трагедия произошла 20 марта 1968 года. В 11 часов утра тут шла группа международных туристов из 24 человек. В это время сошла лавина, которая снесла эту группу. В спасательной операции участвовало около 1100 человек, в том числе спасатели из Польши, Чехии, а также добровольцы. В итоге из 24 человек выжило только 5, 19 погибло. После этого Польша начала лучше развивать свои спасательные службы, мониторинговые службы, которые следят за лавинами. Растительность чуть сменилась. Уже нет таких высоких деревьев. Есть только такие низкие елки. А это значит, что высота где-то уже 1200 метров. Так, я не очень пойму, это сейчас 1377 метров или... Ну, вроде бы да. Значит, я почти угадал. Там была не 1200, а возможно где-то 1300. Нет, все-таки там была обозначена высота какой-то вершины, потому что вот здесь есть обозначение 1342 метра. Но это значит, я еще ближе был. По ощущениям, чем выше, тем как-то проще дорога становится. Некоторые города обзавидуются такой брусчаткой, как она здесь выложена. Здесь вот такой приют. Зайду туда позже, на обратном пути уже. Сначала хочу дойти до Снежки уже. Тут идти осталось полчаса. Уже не сильно долго. Я уже буквально иду вдоль границы с Чехией. И вот там виден пограничный столб. Пограничный столб этот еще ближе. С этой стороны П. Я иду с польской стороны. С той наверняка будет С, либо ЦЗ. Уже осталось идти минут 20. И последний отрезок пути, дорога выглядит вот так. Вот тут уже можно подойти, посмотреть поближе этот столб. Вот с Польши. И да, буква С. Вот, я, можно сказать, если стать пошире, то стою одновременно в двух странах. Сейчас чуть начался дождь вместе со снегом. Ну, таким чуть потаявшим. И под конец дорога чуть сложнее. Гора защитила свое имя. Причем не только есть, он идет, быстро тает, но это снег. Такой небольшой. Погода ухудшается, но не страшно, потому что тут буквально в 10 минутах приют. Если что, я на обратном пути пойду туда попить кофе, высушиться немного. Сколько до вершины камней тут. Видимость, конечно, не очень. Что-то видно. Вот уже где-то там сама гора. Тут уже совсем заснеженная дорога. Из-за того, что температура не сильно низкая, она вся потаявшая и скользко очень идти. И вот она Снежка, самая высокая гора Чехии и самая высокая гора Судет. Очень много стикеров. Я тут даже нашел хоккейный клуб Мотор из чешских Будьевец, где я когда-то жил. Сама станция была открыта в 1960 году и построена в таком футуристическом стиле, напоминающий какой-то космический корабль. Также тут есть часовня. Сама эта часовня довольно старая. Она была построена в 1665 году и до сих пор стоит здесь. Тут тоже какая-то метеостанция. Или что это, честно, не очень понятно. Может, поблизости где-то что-то там написано. А, это кафе. Она открыта. А, это почта. Тут написано, что это чешская почта. Очень странно. Возможно, сюда как-то доходят письма, или отсюда их можно отправлять. Так, ладно, все, я начинаю спускаться. Куда идти? Что-то я забыл. А, вроде бы туда.
Да, по скользкой этой дороге очень сложно спускаться. Сюда и подниматься было нелегко. Из-за того, что скользко, спускаться еще тяжелее. Сейчас иду в приют пить кофе. Надо чуть согреться и подсушиться. Чуть-чуть распогодилось. Ушли облака, и там стала видна какая-то другая вершина. Отсюда видно то, что вершина горы Снежка такая вся скалистая. С той стороны тоже стало видно силуэты. И видно такие немного заснеженные склоны. Собаки тоже поднимаются. Видно, сколько много людей уже идет сюда. Вообще, на самой вершине я был как раз таки где-то ровно в 10. И у меня дорога заняла чуть больше, ну, где-то 2,5, может, часа. Но это с остановками, совсем со съемкой. И где-то... Так что примерно так и есть. Вот как Google показывал. Вот видим, там уже приют, и до него не сильно далеко осталось. Я надеюсь, там будут места в этом приюте, чтобы можно было там посидеть. Вот оно уже возвращается, видно. И с той стороны. Поднимается еще одна собака. Здесь уже распогодилось, нету дождя, снега. И вот как выглядит дорога. И там на вершине все равно все в облаках. И скорее всего там идет снег до сих пор. Поднимается людей раз в 5 больше, чем спускается. И этим надо пользоваться, пока они все не пошли назад. И не заняты все места. Но это преимущество вставать рано. Уже почти дошел до приюта. Наконец-то кофе, как я скучал по нему. Пока пил кофе, пришел туман. Видимость опять слабая. Интересно, что граница тут проходит практически по этому приюту. Вот она прямо вот где-то здесь. То есть вот эта дорога, она уже в Чехии, а вот это в Польше. Я иду сейчас по чешской стороне и выбрал немного другой маршрут для спуска. Итак, новости. Кофе в приюте дороже, чем в Татрах. И, на мой субъективный взгляд, менее вкусное. Стоит оно там 14 злотых, черная кава, причем в обычном стакане. А вот в долине Кастелийской, когда я брал, там было в такой металлической, не знаю, как это, турка называется. И было очень вкусно, и за 11 злотых. Сейчас идется очень легко. Посидел там, отдохнул, подсушился немного, согрелся. А нет, все-таки не по той дороге я пошел. Мне нужно было все-таки по польской идти, потому что это ведет куда-то на спуск в Чехию. Вот опять же эти столбы вдоль дороги прямо. То есть сама дорога на чешской стороне, но если пойдешь туда вот или на этот камень, то это уже Польша. Ну вот, опять вернулся в Польшу. Сейчас, когда вышел с кафе, так посидел там в тепле, и холод сейчас как-то побольше ощущается. Вот и говорил, что тут люди более расслабленные, меньше экипировки берут с собой. Некоторые даже просто в кроссовках и как с дома вышли. Ну а зачем тут какое-то снаряжение или даже обувь, если тут практически до самой вершины выложена ровная брусчатка. Тут еще только сделать клумбы, лавочки поставить, постелить красный ковер, и будет вообще зашибись. Я пошел другим маршрутом, потому что думал, может здесь дорога поменяется, будет как-то посерьезней. Но нет, здесь такая же брусчатка лежит. Все то же самое. Нету даже таких ощущений, вот, как на тех же рысах, когда ты там шел, уставший, там какие-то препятствия были. Ты забрался на эту вершину, и такие эмоции играют, как будто ты там покорил Эверест. Тут, ну, дошел до вершины, ну, дошел и дошел. Так, новости. Брусчатка поменялась, теперь тут такая вот. И как-то снега побольше стало. Ну, здесь уже где-то поворот, вон там вот поворот на спуск. Людей просто огромное какое-то количество, несмотря на погоду, поднимается очень много сюда. Представляю, что здесь летом. А я с утра, когда стартовал, думал, где же люди? Неужели я тут один буду подниматься? Они просто все проснулись на час-два позже, чем я, и пошли. Я, наверное, был один из первых, кто сюда стартанул. Вообще здесь очень круто все развито. На вершине прям 2 ресторана. Ну, один прямо на самой вершине, другой у подножья практически. Здесь и на вершине хорошо ловит связь. У меня не было таких проблем, как в Татрах. Татры там, когда близко к границе Словакии или в самой Словакии, когда уже заходишь на территорию Словакии, то там перестает ловить практически. И у меня это проблема. Здесь таких проблем у меня не было.
Вот по дороге встретилась станция, куда едет фуникулер. Не знаю, здесь, возможно, и грузы доставляет, и людей, может, и либо то, может, и то, и то. Вот еще один приют, и он недалеко от того фуникулера, и, возможно, как раз грузы оттуда доставляются сюда, но, скорее всего, так и есть. Не знаю, заходить или не заходить, я, в принципе, не хочу. Ну тут, в принципе, подвозят и машинами. В приюте живет такой вот котик. Какой красивый котик. Котик живет в приюте. Котик не голодный. Время 12, и я уже в пути около 5 часов. Совсем не устал, в принципе, все ок. Опять этот дикий-дикий лес. Можно видеть, насколько там он густой. Сейчас облака ушли, и открылся вид на такое красивое озеро. Оно называется Малый Став. И тут опять приют. Это буквально 10 минут ходьбы от прошлого приюта. Озеро еще полностью не накрылось туманом, он так как будто над озером парит. Это очень красиво выглядит. Из озера вытекает такой ручей, он куда-то вниз течет туда. Вот уже постепенно опускается ниже, и озеро становится менее заметным. Такая вот здесь тропа. Снова пошел небольшой дождь. Тут открывается вид на такие камни и скалы. Там видна такая расщелина в горе. По карте мне идти еще около 30 минут, и я выйду не там, где я начинал маршрут, а возле той норвежской церкви. Google карты показывают полчаса, а здесь написано, что до Карпач 45 минут. Тут есть будка, оказывается, где нужно платить за вход. А с той стороны, где я захотел, ее то ли не было, то ли было сильно рано, и никто не работал еще. В общем, я ничего не платил. Сейчас чем ниже, тем больше как-то туманно становится. Уже ближе к выходу. Осталось идти где-то 15 минут. Церковь в такую погоду еще более эпично выглядит, как будто реально где-то в Норвегии. В общем, такой вот был мой поход на Снежку. Было очень приятно вернуться в Чехию, хоть и на пару метров всего. Дорога заняла около 19 километров туда-назад и 6 часов пути. В общем, hasta luego, mis amigos.